И снова всем здравствуйте! С вами снова Вероника Никитенко из Центра Алхимии. И мы смотрим сегодня второе занятие по второму метапосланию. Коротенький практикум. И на этот раз у нас будет вот такой замечательный расклад под названием «Как человек относится ко мне?». Излюбленный вопрос не только женщин, но, в общем-то, и мужчин. И у нас тот же самый расклад, который был в предыдущем занятии. И здесь позиции у нас будут немножечко другие. Центральная карта вообще будет рассказывать нам о том, как человек относится к нам, какие он испытывает эмоции по отношению к нам, может быть, мысли, ощущения. Карта звезда, которая находится вверху, это карта, которая будет отражать мысли человека в контексте того, что он хотел бы сделать в отношении нас. Тройка мечей конкретно будет фиксировать чувства, эмоции, которые испытывает человек по отношению к нам. Восьмерка мечей будет рассказывать, что этот человек думает о своих поступках в отношении нас. А восьмерка жезлов будет показывать нам историю про то, что бы человек конкретно хотел от нас получить или получить в контексте взаимодействия с нами. Здесь новые совершенно карты, не те, которые были в первом раскладе. Единственная карта, которая вышла из предыдущего расклада, тройка мечей. Я, пожалуй, начну именно с нее, потому что она находится у нас здесь в зоне чувств. И она понятна, в общем-то, как никогда. Да, и с учетом того, что уже было, и с учетом того, что здесь сейчас нарисовано. То есть она символизирует вот эту эмоциональную бурю, она символизирует какую-то боль душевную. И что у нас написано здесь в книжке? Да, что у нас тут написано интересного в книжке? Вот здесь есть в разделе «Ключевые слова» такая фраза: «Сожаление о потраченном времени или силах». Дальше. Кто-то воспользовался вами. Никто не виноват, кроме вас, потому что вы неверно расставили приоритеты или истолковали ситуацию. Какое выражение из этих ключевых слов уместно выбрать в такой ситуации, в зависимости от контекста других карт? Здесь мы видим, что у нас в центре сидит король кубков. А что такое король кубков? Король кубков – это любовь. Чистая, искренняя, незамутненная. Значит, соответственно, тройка мечей, которая находится в этой позиции, будет рассказывать нам историю именно про то, что никто не виноват, кроме меня. Вот что думает о вас человек. Предположим, если бы этот расклад я делала для вас, я бы сказала вам, что человек испытывает эмоциональную бурю, сожаление, внутреннюю горечь. Человек считает, что что-то сделал не так в отношении вас. Может быть, потому что выбрал вас. Может быть, потому что неправильно понял вас. Может быть, потому что неправильно действительно повел себя или неправильно истолковал какие-то ваши поступки или общую ситуацию. Какая бы ситуация ни происходила, так или иначе, на авансцене у нас здесь находится история про сожаление и переживание. Поэтому первое и единственное, наверное, что стоит сказать в этом случае, это то, что человек очень мучительно переживает сейчас какую-то ситуацию в отношении, скажем так, клиента, которая связана с тем, что глубокая какая-то рана, да, вот этот меч торчит в сердце, это глубокая рана, но при этом чувство абсолютного дистанцирования. То есть какие-то слова невозможно повернуть вспять, какие-то действия невозможно повернуть вспять, ничего невозможно изменить, но я живу с этой болью. Вот как человек относится? Я живу с этой болью, говорит тройка мечей. Я испытываю эту сердечную боль, эту душевную боль, когда так или иначе думаю про тебя или касаюсь тебя. Если говорить о короле кубков, то здесь, естественно, раскрывается история какой-то любви. Но когда мы рассматриваем отношения людей к нам, не всегда речь идет об отношениях между
людьми в паре. Иногда речь идет об отношениях между руководителем и подчиненным, между друзьями, между родственниками, между какими-то другими людьми, с которыми мы в той или иной степени работаем над чем-то или планируем работать. И здесь король кубков однозначно говорит, что вообще, в общем-то, в сущности, если раскрывать общую историю отношения человека к вам, то ты мне нравишься. Ты мне нравишься, я тебя люблю, ты для меня человек очень ценный, мне хотелось бы с тобой дальше сохранять какой-то контакт, сохранять какое-то взаимодействие. Если же вы точно понимаете, что речь идет о любви, то здесь король кубков однозначно это история про я хочу быть твоим мужем или я хочу, чтобы ты был моим мужем, в зависимости от того, с кем вы работаете, с мужчиной или женщиной. То есть речь о том, что ты для меня гиперважный какой-то человек, и вот я к тебе отношусь как, допустим, муж, или я к тебе отношусь как к мужу. Хочу быть с тобой вместе. Чтобы о чем я думаю, чтобы я хотел сделать в отношении тебя, звезда, да, вот такая карта очень интересная. Во-первых, потому что на этой звезде находится галактика антенны, которая сейчас в настоящий момент времени сливается в общем, две галактики сливаются в единую, и они имеют такие рожки, похожие на антенны. И вот этот центр, в который они совмещаются единый, выглядит как сердце. И поэтому здесь она вот так изображена, как какая-то сфера, по которой отходят эти антенны. Находится она в созвездии Ворона, поэтому мы здесь на этой карте видим Ворона. С точки зрения символизма Ворон говорит о проницательности, о даре предвидения и в том числе каких-то божественных откровениях. Поэтому здесь, с точки зрения вопроса, что бы я хотел сделать в отношении тебя, звезда раскрывает перед нами историю, во-первых, какого-то расстояния, потому что звезда – это всегда нечто очень далекое. Это какой-то далекий очень процесс, это мечта очень далекая. Это какое-то знамение божественное, которое в том числе творится в небесах. Мы видим женщину, которая здесь стоит, совершенно обнажена. Вот она льет из своего сосуда этот вечный источник жизни, который стекает с ее позиции и распространяется уже, не спускается в мир, так скажем. То есть здесь история того, что я хотел бы в отношении тебя сделать что-то хорошее, что-то очень приятное, что-то такое, что мне бы в первую очередь, наверное, принесло бы удовольствие, потому что, почему я говорю, мне бы принесло удовольствие, потому что тройка мечей – карта неудовольствия, да, карта понимания, где-то я накосорезил, а здесь вроде бы как есть какая-то пресловутая возможность что-то в жизни изменить, сделать какой-то контршаг, какой-то приятной очень вещью. Поэтому здесь вполне можно говорить о том, что человек хотел бы совершить какой-то поступок, чтобы вы, может быть, сблизились снова, чтобы между вами сложились какие-то хорошие отношения, появилось какое-то будущее, чем бы это будущее ни выражалось. Будь это любовь, брак, семья, будь это работа, какие-то совместные проекты, что-то еще, неважно, какой конкретно вы вопрос рассматриваете, так как звезда очень такая тонкая здесь карта про чудо, в прямом и переносном смысле этого слова. То есть вот я хотела бы сделать в отношении тебя какое-то чудо, чем-то тебя порадовать, как-то увлечь себя, дать возможность, опять же, повторюсь, самому себе, потому что тройка мечей, самому себе шанс и надежду на то, что, может быть, наши отношения когда-то восстановятся, может быть, что-то между нами когда-то будет. Или там, что мы придем к работе, к консенсусу, да, потому что если вот, допустим, рассматривать вопрос работы, карьеры, то звезда в этой позиции как раз-таки будет говорить о том, что я хотел бы с тобой работать, я тебе хотел бы предложить какой-то классный проект, над которым бы мы вместе работали, потому что я понимаю, что в тебе очень много творчества, что в тебе очень много, простите, каких-то креативных вещей, что ты вот можешь внести в мой проект или в наш проект совместный что-то приятное, прекрасное, такое долгоиграющее, стратегически важное, креативное. Если говорить
про зону общения, там, где стоит восьмерка мечей. Что я думаю о тебе, что бы я хотела сказать тебе. Восьмерка мечей показывает перед нами ситуацию с замкнутым пространством. Вот у нас есть лабиринт, в котором бегает этот мужик в серебристом комбинезоне странный, и по краям этого лабиринта стоят привратники в виде анубисов. То есть это место, из которого ты не можешь выйти обычным способом. Единственный способ выйти из этого места – это увидеть эту лестницу, подняться по ней. Но мы не знаем. Может быть, человек ее не видит, а может быть, он сознательно от нее уходит. То есть здесь такая история избегания. Что я думаю о том, что бы я хотела тебе сказать? Да я не знаю вообще, я столько много всего хотел бы тебе сказать, но я понимаю, что я тебе никогда этого не скажу, потому что я избегаю этого шанса, да, я ухожу от этой лестницы, я закапываюсь в каких-то своих делах рутинных, я закапываюсь в каких-то своих решениях, в каких-то своих планах, в каких-то предпочтениях, действиях. Нет возможности нам с тобой поговорить, потому что я точно знаю, что я не хочу делать себе больно, мне и так больно, говорит тройка мечей. Уже куда больнее, я еще раз не хочу наталкиваться на историю вот этой вот какой-то любви, привязанности, может быть, хорошего отношения, которое потом разобьет мне сердце. И здесь, кстати, я вернусь опять к фигуре тройки мечей и скажу, что если вы рассматриваете, опять же, неважно, вопрос какой, рабочий или личный, тройка мечей в этой позиции однозначно будет говорить о том, что человек считает, что вы разбили ему сердце, ранили его в самое сердце. Вы сказали что-то очень правдивое, потому что мечи никогда не бывают ложью и никогда не бывают искажением. Мечи – это всегда про истину, мечи – это всегда про чистоту помыслов, про ясность намерения, про прозрачность, про кардинальные какие-то преобразования и перемены. То есть, соответственно, здесь тройка мечей олицетворяет именно историю того, что ты разбил или разбила мое сердце. А уж чем именно, это другой вопрос. Потому что если мы говорим про отношения, здесь может сложиться ситуация, что человек выбрал какую-то другую историю, более возвышенную. Если мы говорим о работе, то здесь история такая же, может быть, человек выбрал какой-то другой проект или другую компанию или что-то еще. Но эта история не является объективной истиной, потому что восьмерка мечей, стоя в зоне коммуникации, в зоне разговоров, планирования, точно так же будет отвечать еще и за зону объективной истины какой-то, которая в мыслях есть. И здесь восьмерка мечей, она фиксирует нам внимание о том, что человек неправильно как-то видит ситуацию между вами, да, он искажает эту ситуацию как-то, причем искажает ее в свою пользу. Он не хочет видеть объективной какой-то картины, которая произошла между вами. Поэтому он избегает этой лестницы. Поэтому он бегает по этому лабиринту и пытается там забыться, пытается закопаться в какой-то рутине для того, чтобы не касаться того вопроса, который причиняет какую-то боль. Вот. Ну, если мы бы сейчас с вами были на консультации, то я бы вам сказала про этого человека, что этот человек имеет какое-то искаженное представление о себе самом, о себе самой, что у этого человека какие-то проблемы с тем, что обычно называется самооценкой, какой-то, видимо, где-то есть, не знаю, комплекс ценности, так скажем. То есть, что для человека очень чувствительная история того, что он может оказаться не тем, вот как он себя представляет, да, или как она себя представляет. Из-за этого возникают в жизни разного рода проблемы. Но так как мы не на консультации, я просто дополнительно даю вам, так сказать, контекст к этому раскладу, который вы можете использовать. Все, что я сейчас сказала, я говорила исключительно только про восьмерку мечей, потому что это как раз вот замороченная карта, которая показывает человеческие заморочки, а ничто не делает нам настолько больно, как человеческие заморочки. Потому что жизнь на самом деле очень простая, но мы ее постоянно усложняем.
Переходя к восьмерке жезлов, что бы я хотел сделать в отношении тебя, имеется в виду в контексте не сделать в отношении тебя, а я сказала в самом начале, что бы я хотел получить от тебя. Я хотел бы получить от тебя какой-то интерес. Я хотел бы получить от тебя хоть что-то, какое-то действие, какой-то, не знаю, какой-то звонок, письмо, сообщение, какую-то встречу, то есть чтобы я был или была тебе интересна, чтобы ты сделал какой-то шаг, чтобы ты почему-то вот во мне нуждался вдруг, чтобы вот что-то ты целенаправленно такое вот мне отправил, послал, я бы увидел это, и, наверное, я бы был внутри счастлив. Однозначно, очевидно, восьмерка жезлов – это карта активного движения и динамики, и в данной позиции, так как она у нас стоит в зоне результата, можно рассматривать ее как историю про то, что человек, о котором вы, допустим, бы спрашивали, хотел бы с вами увидеться. Я хотел бы, чтобы ты пригласил меня куда-то, или ты пригласила меня куда-то. Я хотел бы быть, ну, быть для тебя тем, кто тебе интересен, кому тебя влечет, чтобы ты меня снова, не знаю, захотел взять на работу, взять в этот проект, там, выйти за меня замуж или жениться на мне, все что угодно. Ну, то есть я не буду ничего делать, да, потому что мы говорили о том, что я не могу ничего делать, мне и так уже больно, ты разбил мне сердце по тройке мечей, я весь такой замороченный, я вся такая замороченная по восьмерке мечей, и поэтому ты сам приди и что-то для меня сделай. Вот такая история. Но в целом, когда мы подводим итог, когда мы подводим резюме этому раскладу, мы фиксируем внимание все равно на короле кубков, который у нас говорит о том, что вдохновленный песнями ангел настолько проникся лирикой от этой музы от этой женщины, имеется в виду, что отказался возвращаться в свою обитель и стал тем, кто изливает семя божественной любви в океан, освещая себя негасимой свечой, напоминающей о вечно пылающем внутреннем огне. Архетип мужа. Тот, кто выбрал свою избранницу по зову души, а не по зову плоти. Тот, кто испытывает искренние чувства и становится ангелом-хранителем для своей любимой женщины, всячески заботясь о ней и отдавая ей всего себя без остатка. Вот что нам рассказывает эта карта. То есть, если вы делаете расклад для женщины, однозначно вы по этому королю кубков будете говорить: боже, он вас так любит, это просто пипец. Ну вот просто, вы у него свет в окне, там, не знаю, и так далее. Если вы говорите о работодателе, о начальнике, то здесь та же самая история, только с точки зрения работы. Что работодатель вы очень ценный сотрудник, очень значимый сотрудник. Работодатель хочет вам помочь, там, вас продвинуть или что-то вам предложить такое вот уникальное. То есть вы для него важны, вы в его компанию приносите какую-то очень важную историю. Если речь идет о каком-то бизнес-партнерстве, то здесь та же самая тема. Ты вот для меня ценная творческая единица в этом партнерстве, и в том числе ты наполняешь наш проект чем-то очень таким классным. Поэтому я хочу, чтобы ты была в этом проекте, и мы дальше продолжали сотрудничать. Но вот в силу личных, опять же, проблем, в силу характера этого человека, здесь человек не будет делать никаких действий, не будет ничего говорить, не будет ничего писать, а вот хочет, чтобы вы пришли и все сделали сами. Причем не просто пришли с какими-то вопросами, а пришли сами с конкретным предложением. Какое-то вот сделали конкретное предложение. Но еще какой дополнительный нюанс есть в этом раскладе. Если мы возьмем короля кубков как центральное звено, а восьмерку мечей как ограничивающее это звено карту, и тройку мечей как ограничивающую эту звезду, вернее, этого короля карту, то можно сказать следующее, что если сейчас, предположим, мы рассматриваем вопрос про отношения, и мы знаем, что один из партнеров, вот, допустим, тот, кто задает вопрос, уже находится в отношениях или в браке, то тот человек, о котором мы задаем эти вопросы, зная о том, что его партнер, бывший, скорее всего, можно здесь сказать, потому что тройка мечей, какая-то произошла там проблема, может испытывать, опять же, печаль глубокую такую, обиду, злость за то, что вот у меня все плохо, дерьмово, а вот у тебя все хорошо.
То же самое может касаться работодателя или бизнес-партнера. Дескать, я вот злюсь из-за того, что тебя отхапали там мои конкуренты, и ты с ними, а не со мной. Я из-за этого здесь сижу, страдаю и драматизирую, потому что теперь я вынужден все делать один. Потому что история восьмерки мечей, она точно так же раскрывает вот эту фразу. Я вынужден, я вынуждена все делать один. И я вот во всем этом закапываюсь. Потому что раньше у меня был светоч в окне в виде этой музы с этой лирой. А теперь я вот в этом тумане, в этих каких-то катаклизмах и пытаюсь что-то с этим сделать и как-то с этим справиться. Вот как будет звучать этот расклад. Поэтому, подводя итоги, если все карты сводить воедино и смотреть только на центральную карту на короля кубков, мы можем сказать однозначно, что человек вас любит, человек вами интересуется, человек вами восхищается, восторгается, человек хочет быть рядом с вами, принимать участие в вашей жизни, в вашей работе, что-то делать совместно. Вот такая здесь получается история. Вот. Ну, не знаю, имеет ли смысл вообще рассказывать про карты, потому что, опять же, повторюсь, я вот листаю перед собой, сижу эту маленькую белую книжечку. Здесь все очень классно и емко описано. Вот если мы возьмем восьмерку жезлов, то здесь про восьмерку жезлов написано. Идеальное время и место для того, чтобы совершить очередной рывок и вложить всю свою силу в достижение новых желаний или тех, над которыми вы давно думали. Идеально сделанная работа возможна там, где нет суеты мира. Вот эта история «нет суеты мира», она заключается в том, что этот человек стоит на террасе. Мир где-то там далеко, а он в этом доме один. И у него есть там своя история. На террасе самого высокого дома стоит человек, который бросает жезлы, целясь точно в свою цель. Позади него окно, на подоконнике которого стоит горящая свеча, символизирующая негасимый огонь души и уверенность, подкрепленную своей интуицией. Свет души, разгоняющий тьму сомнений или неверия, страхов и неуверенности. Свеча, которая горит, указывая на то, что ваша ситуация сейчас находится на пике своего развития, даже если вы этого не осознаете. Карта символизирует некую ситуацию или действие, решение, зародившееся некоторое время назад и, наконец, начинающее стремительно развиваться. Это что-то, что получило многократное ускорение, и теперь исход ситуации от вас не зависит. Вы в ней сделали все, что могли. Вот такая здесь история. То есть получается, что я хочу, чтобы ты сделал или сделала в отношении меня, хочу, чтобы ты пришла ко мне, пришел ко мне, позвонил, написал, пригласил, показал, как я тебе нужен, и в том числе, может быть, и рассказал, что происходит у вас в жизни. Потому что, опять же, восьмерка мечей точно говорит, что у человека нет о вас никакой информации. Человек не знает каких-то гиперважных деталей, которые могли бы прояснить его человеческое сомнение и дать ему возможность, не знаю, что-то о вас узнать от первого лица, так сказать. Но в силу своих внутренних страхов и переживаний человек не будет делать первый шаг. И опять же, если восьмерку мечей эту позицию трактовать как историю, а что я думаю о тебе и о твоем настрое в отношении меня, потому что эту позицию вы можете трактовать еще и таким способом, то в этом случае восьмерка мечей будет давать вам дополнительный нюанс. Она будет говорить о том, что человек считает, что вы не готовы к контакту, что вы живете какой-то своей жизнью, что вы, а, не знаю, загнали себя в какую-то непростую жизненную ситуацию, в том числе, что у вас сейчас могут быть такие проблемы, и что вы точно не выйдете ни на какую связь. Может быть, поэтому хочется, чтобы вы по восьмерке жезлов все-таки хоть что-то сделали. Вот. Ну, надеюсь, что вам все понятно. Давайте перейдем к следующему раскладу. Того, чтобы еще немножечко поработать с этой чудесной колодой. Вот это такой жизненный еще один вопрос. Как пережить кризис? Триплет. Стандартный классический триплет, который мы с вами горячо все любим. Что у нас здесь есть? Десятка пентаклей, у нас есть любовники, у нас есть тройка кубков.
Значит, если говорить про десятку пентаклей, что мы здесь видим? Огромное дерево, большой дуб. Смотрите, какой у него ствол. Точно не 1 сотня лет этому дубу. А, Поверх него схема древа Сефирот. То есть сама по себе схема олицетворяет здесь полноту и целостность. То есть физическое достижение конечной точки, состояние какой-то совершенно полной гармонии, какой-то полноты жизни. Само по себе дерево с точки зрения символизма здесь фиксирует наше внимание на очень хорошем здоровье, на выносливости, на очень хорошем месте расположения, где достаточно солнца, где достаточно воды, то есть какая-то полнота, целостность. Ну и сама а, сфера, в которой находится это древо Сефирот в буквальном смысле, это история про замкнутую какую-то систему с очень хорошей микрофлорой, атмосферой, не знаю, там, микробиомом, назовите как угодно. То есть какие-то очень классные условия. Да, вот представьте нашу планету Земля, на которой мы с вами находимся. У нас такая же ситуация. У нас есть атмосфера, которая защищает нас, ну, так или иначе, в той или иной степени от солнечной радиации. И у нас весьма благоприятные условия для жизни. Да? Во что человечество превращает свою жизнь? Страшно представить даже. Ведь мы нужны, на самом деле, для счастья, для гармонии, для удовольствия, для любви, для созидания, для творчества, для мира, для процветания. Ничего этого человек не делает, потому что он занят совершенно другими делами. Следующая карта у нас, я их обычно называю любовники, не пугайтесь. Любовники не от слова любовники, да, любовники от слова абсолютного единения друг с другом, искренности, близости и чистоты. И мы здесь видим ангелочков сверху, которые наблюдают за этой сценой. Сейчас она вот прям перед ними разворачивается. Они пытаются понять, что будет делать этот мужчина. Что он сделает? Он выберет путь коварный прозрения, там, где у нас змея, или он выберет путь соблазна, на который ему указывает женщина тактично. Она не давит на него, она смотрит на него и показывает ему рукой, дескать, давай иди сюда, потому что тебе надо сюда. А он стоит здесь и смотрит, ага, и внутри него размышления, что же мне делать? Идти туда, где это дряхлое дерево с одним яблоком, или все-таки сделать что-то другое? Символически в этой карте показан процесс, который происходит внутри каждого человека, где мужчина олицетворяет собой разум, а женщина олицетворяет собой как раз вот это непознанное, бессознательное, бездну сознания, я бы сказала так. То есть это то, что мы делаем с вами каждый раз, и что не постоянно приводит нас к проблемам. Потому что когда мы получаем какие-то сигналы от интуиции, куда нам надо двигаться, мы обычно ведомы своими страхами, своими сомнениями, своими тревогами. И мы выбираем не то, к чему нас действительно толкает наше сверхя или наше внутреннее я, мы выбираем то, что нам кажется привычным. Вот этот жест, как он опирается на этот посох, это как раз история про то, что разум привык опираться на хорошо известные и знакомые ему какие-то установки, какие-то убеждения, какие-то взгляды. Все, что для нас кажется непонятным, страшным, каким-то опасным, туманным, тревожным, мы стараемся этого избежать. И вот именно из-за этих избеганий люди, простите, просирают свою жизнь ежедневно, потому что они руководствуются чем угодно, но только не тем, что надо на самом деле видеть. И здесь такая вот карта, которая может даровать тебе действительно прозрение в виде этого змея, да, змеи, этой кобры. Она страшная, она укусит тебя, она впустит в тебя свой яд, но ты благодаря этому яду получишь прозрение. И у тебя сложится какая-то совершенно другая жизнь. Да, может быть, непростая. А с другой стороны, пойдешь ты по этой дороге, где стоит это яблоко, ну, ты выберешь какое-то минутное удовольствие. Но потом это прозрение неизбежно тебя догонит. И догонит оно тебя уже в таком виде, когда ты должен будешь осознать ответственность за свой сделанный вот этот шаг. Ну, естественно, там, где есть ответственность, там есть какие-то другие вещи, с которыми нужно отработать. Вот. Про тройку кубков мы с вами говорили на первом занятии.
Каждая из этих карт в этом триплете, я ее выкладывала именно как элемент, условно, 3 шага, да. 3 шага, как пережить кризис. Любой кризис. Личностный кризис, кризис среднего возраста, без в ребро там и так далее. Кризис идентичности, не знаю, кризис в работе, когда тупик, и ты не понимаешь, что делать. В общем, вообще кризис, да. Может быть и экономический кризис или геополитический кризис. И десятка пентаклей, как первая карта, как первый шаг, она у нас, как мы уже понимаем, достаточно целостная. Она называет перед нами вот этот элемент целостности. И она говорит, первый шаг, стань цельным. Что значит стань цельным? Это значит, посмотри на свою жизнь прямо сейчас и пойми, что твоя жизнь прекрасна. Найди в этой жизни действительно какую-то полноту, какое-то счастье. Найди возможность в этой жизни обрести какое-то для себя убежище, но не то убежище, которое ты ищешь извне, а то убежище, которое есть внутри тебя, в тебе. Потому что десятка пентаклей, как история вообще изначально про семейственность в формате кланов, она, конечно же, отсылает нас к семье. Да, то есть, что такое семья? Семья – это не только мама, папа, муж, жена, дети, братья, сестры. Прежде всего, семья у вас с самим собой. Вы с собой находитесь в браке постоянно, потому что вы с собой живете 24 часа 7 дней в неделю. И, соответственно, для того, чтобы у вас была какая-то другая жизнь или, может быть, более счастливая семья, вы должны хорошую создать семью с самим собой, полюбить себя, принять себя, заботиться о себе, поддерживать себя. Это не значит, там, я не знаю, заниматься какими-то украшательствами, скупать там все самое красивое или там ходить 10 раз в неделю к различным мастерам и к массажистам, да, неважно. Любить себя – это значит жить в гармонии с собой. Смотреть на себя в зеркало и понимать, блин, какой я классный. Просыпаться утром и думать, боже, как хорошо, как классно, что вот я живой, я дышу. И относиться ко всему в своей жизни именно вот с такой призмой, с таким фокусом. Первый шаг – вступить в отношения с самим собой. Быть в семье, в том числе, будет говорить здесь десятка пентаклей. Полностью погрузиться в семью, в свой быт, в свои семейные заботы. Для кого-то, для тех людей, у которых есть сад, огород, десятка пентаклей здесь прямое. Указание отдаться земле. То есть пойти и копаться в земле. Садить цветочки, ягодки, не знаю, там деревья. Даже если у вас земли нет, кстати, десятка пентаклей может вполне говорить о том, что вам надо поехать купить саженцы деревьев и поехать куда-нибудь эти деревья высадить. Пусть будет лес имени вас. Ведь это какая классная история – посадить деревья, а потом смотреть, как они растут. Второй шаг. Я хочу сказать любовники, а мне все влюбленность здесь смущает мой глаз. Итак, любовники. Какой второй шаг? Быть последовательным. Вот здесь, почему я говорю быть последовательным. Давайте посмотрим, что я здесь написала в книжке. Так, любовнички красивые. Ага, что у нас написано здесь? Когда в жизни происходят судьбоносные перемены, ты открываешь перед собой многообразие новых путей. Какими бы манящими они ни были, помни о том, что каждое твое решение может приподнять тебя над землей и вырастить у тебя крылья. А может швырнуть о землю так, что без посторонней помощи встать на ноги уже не удастся. Карта анализа и оценки ситуации, когда вы стоите на перепутье и пытаетесь принять решение, от которого будет зависеть ваша дальнейшая жизнь. Ну, здесь дальше, ладно, я прочитаю этот фрагмент, он тоже очень важный. Каждая встреча и каждое событие не возникает в вашей жизни случайно. Вот сейчас скоро выйдет новая книга, и там будет много интересного, в том числе про случайности или не случайности. Все предопределено, и у вас всегда есть соглядатый, с интересом наблюдающий за тем, что вы делаете. Бог вездесущ, и ангелы его тоже. Ничто и никто не остается в этом мире без внимания. И главный свидетель ваших дел – ваша душа,
говорящая через вашу совесть. Женщина на карте символизирует полноту жизни, эмоций, чувственность, готовность к познанию и потребность искушать и быть искушенной. А мужчина на карте олицетворяет рациональное восприятие этой жизни, логику и мышление, которые часто нас обманывают, заставляя идти на поводу у своих сиюминутных желаний. Куда бы ты ни пошел, помни о том, что для тебя одинаково опасны яблоко прозрения и змея. Ну, видите, здесь, как я сказала в самом начале, если вы выбираете змею, вы получаете это прозрение сразу. И причем прозрение не в контексте, потому что если мы говорим о смысле слова прозрение, прозреть это прозреть обязательно через какую-то неприятную историю. А осознать это не про прозрение, а про глубинное понимание. Поэтому так как у нас змея это такая история про а, мудрость, осознание, понимание и всякое остальное. Поэтому яблоко здесь все равно, оно дарует сиюминутное удовольствие, но при этом все равно будет даровать вам какие-то неприятные вещи. Поэтому карта говорит, как пережить кризис. Не торопиться, думать, оценивать, анализировать, действовать медленно и поступательно. Наверное, здесь в этой карте уместно рассматривать в таком вопросе и в такой позиции историю по меру ценности, чего бы то ни было. Вот что вы хотите получить, если вы пойдете по одной дороге, и что вы хотите получить, если вы пойдете по другой дороге. А чем вы готовы пожертвовать ради того, чтобы получить итоговый результат в каждой из этих дорог? На что вы готовы, на что вы согласны? Потому что так или иначе история про перемирение и про решение каких-то внутриличностных конфликтов. Выбрать то, что хочет ваше сердце, ваша душа, или выбрать то, что хочет только ваша голова. Если вы выбираете только то, что хочет ваша голова, но пренебрегаете тем, что хочет ваше сердце, ну, не пеняйте, как говорится, на то, что вы получите в исходнике в конце концов, потому как ничего там хорошего не будет особенно, а будет какая-то приспособленческая попытка не знаю, покрасить это нечто и представить, что оно именно то, чем вы хотели его видеть. Поэтому как пережить кризис? Любовники говорят, не торопиться, думать, размышлять, осмыслять. И после этого только принимать решение. И третий шаг, последний в этой ситуации, как пережить кризис, тройка кубков, про которую мы рассказывали, о том, что это про близость, это про эмоции, про всякое такое. Здесь наслаждаться, окружить себя людьми, с которыми вам комфортно и хорошо, с которыми вы можете отдыхать. И вот здесь важная история. Когда мы говорим про кризис, что делает любой человек, находясь в кризисе? Что он делает? Он погружается в себя, он погружается в какие-то свои тараканы, перипетии. Он замыкается в доме, не знаю, там, в работе и прочее. А для того, чтобы пережить кризис, надо понять, что замыкаться где-либо бессмысленно. Единственное, что может вам помочь преодолеть вот эти какие-то жизненные перипетии, это выход из замкнутого пространства. То есть, либо если нет людей никаких, да, тройка кубков ведь не обязательно говорит о людях, которые вам нравятся, которым вы нравитесь. Тройка кубков вообще может говорить о ваших спутниках, интересах. То есть, а что вы любите? От чего вы получаете удовольствие? Что приносит вам вот это вот счастье души и так далее? Что это вообще такое? Вот будьте с этими вещами тогда, занимайтесь своими хобби, куда-то ходите, делайте что-то еще и так далее. Вот, понимаете? То есть в итоге о чем мы говорим? Этот расклад в виде этих трех карт дает нам очень понятную и конкретную инструкцию. Он говорит, для того, чтобы ты пережил кризис, по десятке пентаклей, будь в семье, отдайся семье, отдайся, не знаю, лесу, деревьям, это что-то, что принадлежит тебе, что-то, какой-то результат, да? Поэтому мы не можем по десятке пентаклей сказать просто, что чтобы пережить кризис, надо ходить в лес, это не поможет. Потому что мы знаем, что десятка пентаклей – это полнота чего-то. Это какой-то полученный результат, какое-то удовлетворение полноценное. То есть для того, чтобы было удовлетворение, для того, чтобы был этот результат, нужно для этого что-то сделать своими руками. Потому что пентакли – это карты ремесленников. Поэтому, соответственно, речь здесь идет о том, что если вы хотите научиться Таро, вы должны вкладывать в это результат, учиться.
Учиться понимать эти символы, учиться с ними работать. Если мы говорим о том, как пережить кризис, значит, вы должны что-то сделать своими руками. Пойти, не знаю, там, что-то сделать. И в том числе быть в семье. Как пережить кризис? Любовники говорят, быть последовательным. Не торопиться, принимать решения, выбирать для себя наиболее оптимальные маршруты движения, наиболее оптимальные, короткие или длинные, неважно. Главное, чтобы это подходило вам. Главное, чтобы вы понимали, к чему это вас ведет. Зачем вам туда идти? Действительно ли вы хотите туда идти или нет? То есть думать, рассуждать, анализировать что-то. Тройка кубков говорит, кружи себя хорошим чем-то, красивым. Ходи в приятные места, ходи на какие-то концерты музыкальные для услада твоей души. Ходи на поэтические вечера, ходи, не знаю, на какие-то постановки. Общайся с людьми, с которыми тебе классно есть о чем поговорить. Занимайся каким-то творчеством, которое тебя наполняет изнутри. И самое важное, опять же, каждый день тройки кубков человек должен фиксировать внимание все-таки на хорошем. На том, что я здоров, я счастлив, там, я что-то еще. То есть искать хотя бы что-то хорошее. Не циклиться на ужасных вещах, а искать какой-то позитив вокруг себя. Вот что у нас получается в этом раскладе. Я надеюсь, что вам все было понятно. Если непонятно или не до конца понятно, вероятно, вам немножечко не хватает теоретической базы Таро, и в этом случае надо подтянуть теорию. Вот. Потому что, знаете, какая основная проблема возникает у людей, которые самоучки, которые учатся самостоятельно? У них нет систематизации. А отсутствие систематизации значит, что вы, в принципе, не способны понимать Таро. Вы можете запомнить только значения и оперировать значениями. А чтобы была систематизация, надо понимать детали. Вообще, что такое Таро? Это не просто картинки, это многослойная, многообразная система, вытекающая сама из себя. То же самое, что, в принципе, вы организм, который вытекает сам из себя. Вы живете той жизнью, которая живет внутри вас. Вот видите, такая метаморфоза. Ну или приходите учиться на курсы для новичков. Там классно, интересно, мы работаем с раскладами. И есть что послушать по теории. А мы сейчас переходим к новому раскладу. Это будет на сегодня нашим с вами коротком занятии, последний расклад, который тоже достаточно интересен. Это сокращенный вариант цыганского расклада, где есть 3 отдельных позиции по одной карте. Называется он «События ближайшего будущего». Карта девятка пентаклей отвечает нам за промежуток времени 1-2 недели. Королева мечей отвечает нам за промежуток месяц, ближайший месяц. И восьмерка пентаклей отвечает на вопрос ближайшего будущего в течение ближайших 2-3 месяцев. Смотрите, какая у нас тут красота. Красота среди бегущих. Первых нет и отстающих. Здесь стоит королева мечей. Я трепетно люблю эту женщину. Я ее просто обожаю, честно говоря. И мне кажется, она у нас еще нигде сегодня не выходила. Я хочу кое-что про нее прочитать, потому что здесь чуть-чуть совсем, и она очень важна. Важна. Потому что я часто встречаю в интернетах, когда женщины пишут: «О, я королева мечей». Они ставят это себе в такое вот достоинство. Они считают это своим достоинством, потому что воспринимают королеву мечей как, простите, сучку конченую. Просто тварь, вот так вот прям скажу. Злую собаку Баскервилей. Но это не так. Во-первых, это невероятно глубокая, емкая женщина, которая абсолютно владеет собой. В любую колоду, в любой колоде, что бы ни было ни нарисовано в королеве мечей, вы должны понимать, что королева мечей – это трезвость и ясность ума и суждений. Это человек с бездонным пространством внутреннего интеллекта. Очень цельный, очень принципиальный, очень тактичный, уважительный, при этом дистантный и в меру отстраненный. И что я пишу про эту королеву мечей, которая парит здесь в облаках, под ней раскинулся прекрасный город, огромный меч ее
воткнут в камень, и в руке она держит такое синее сердце. Значит, здесь про меч сразу расскажу такую историю. Есть, мне хочется сказать, у нас, но не совсем у нас, потому что я уже не там, но все равно это у нас. Значит, есть у нас прусский сказочник, такой замечательный человек, Вадим Храппа. Может быть, когда-то вы давно видели в далеком 2016 году. Мне кажется, я выкладывала на старом канале зарисовки с встречи, когда мы собирались у Павла Павловича Ященко в бизнес-школе, куда я приглашала Вадима, и он рассказывал различные истории про Пруссию, в частности, про те народы, которых уже много сотен лет нет, а он один из немногих человек в нынешней Калининградской области, который держал в своих руках множество всяких разных документов. Так вот, у него есть замечательная книга, которая везде сейчас, к сожалению, находится, и, не знаю, мне кажется, так и не платят ему за нее никакие гонорары. Называется она «Саги и сказки страны аистов», где он приводит в авторской обработке легенды, прочитанные им, значит, вот в различных народных переписях тех времен. Так вот, там есть легенда о Неринге, женщине-великанше. Вот я когда концепцию королевы мечей обдумывала, я все думала, что же мне сделать, что там такое должно быть, вот, чтобы отражало величие этого персонажа. И я не придумала ничего другого, как этот меч подносит в эту скалу, потому что в этой легенде есть сюжет. По сюжету она должна быть замуж в этой легенде только за человека, который сможет открыть замок, по-моему, я уже точно не. Вот здесь история именно такая. Не каждый потянет эту королеву мечей. Вернуть ее может только тот человек, который обладает этими же самыми характеристиками. И здесь про эту женщину в книжке я пишу: величественная женщина с коровой, да что такое, с короной на голове возвышается высоко в небе, сокрытая от земли большим облаком. Вот важный момент. Истинный разум, разум не от слова разум человеческий, нечеловеческий разум, знание, сознание, источник понимания, он всегда закрыт завесой тайны. Он всегда вне человеческого мира, поэтому город, над которым она стоит, он ее не видит. Он вообще, в принципе, не может ее увидеть, потому что посмотрите на людей, которые вас окружают. У нас как живут люди? Каждый замкнут, вот как, не знаю, муравьи, занимаются своими делами, да, они видят, что над ними стоит человек, который сейчас может что-то с ними сделать? Нет. Видит ли таракан человека? Ну, нет, он улавливает какие-то изменения в пространстве, колыхания воздуха, и все. И то же самое с людьми происходит. А я повторюсь, человек рожден для счастья, для процветания, для творчества и для созидания. И для того, чтобы это наступило, ты должен обладать развитым сознанием и пониманием. Он понимает, что мир, в котором ты живешь, он не ограничен этим городом, что за пределами этого мира есть еще более величественный мир, великий. Так вот, продолжая про книгу, в левой руке она держит человеческое сердце, а правой рукой удерживает огромный меч, клинок которого уходит в глубины горного массива. Она та, кто владеет собой в совершенстве. Она та, кто слышит все тайные мысли и чувства. Она та, кто познала природу микро- и макрокосма. И первое ключевое слово – это тотальное спокойствие и хладнокровие. Вот что у нас, по сути, раскрывает здесь внутри самое простейшее королеву мечей. На восьмерке пентаклей мы видим мужчину и женщину, которые пришли сюда к нам на семерке пентаклей. Вот, наконец-то они добрались до пункта своего назначения, лодка разбилась, но они нашли этот необитаемый остров, в котором они учатся жить по-новому, они создают там свой мир. Между ними совершенно благостная такая вот семейная обстановка. Восьмерка пентаклей олицетворяет не только труд, как он есть, да, какие-то ремесленные вещи, которые вы делаете руками. Она олицетворяет еще и семью. Если в обычной колоде Райдера Уэйта невозможно понять, что там тема идет про семью, а в большинстве случаев она говорит про семью, то здесь я сделала такой акцент, чтобы было сразу понятно, что у нас не только о работе, а в рутине идет речь, но еще идет речь о семейных каких вопросах. Поэтому очень часто восьмерка
Пентаклей символизирует именно вопросы примирения, воссоединения, создания семьи, начала семейной жизни, когда вот, не знаю, там медовый месяц закончился, или когда какой-то кризис миновал, или что-то еще. То есть какой-то консенсус. Мужчина строит шалаш из этих веток пальмовых, женщина варит рыбный суп, тут сидит, и все у них прекрасно. Так вот, события ближайшего будущего. Если мы берем первую позицию, 1-2 недели, и видим там девятку пентаклей, вот этих чудесных людей, которые сидят где-то, как будто бы на Средиземноморье, но я уже не помню, есть ли у меня там какое-то Средиземноморье или нет. Но за ними красивый павлин, да еще и не один, и вообще вся обстановка выражает какие-то приятные вещи. В книжке я пишу «Весь сиесты», когда нужно отдохнуть и насладиться своей жизнью, вспомнив и поблагодарить все, через что вы прошли. Созерцание и удовлетворение. Созерцание и удовлетворение. Значит, про мужчину и женщину я здесь описываю, что, значит, у нас здесь история про полярность, в том числе здесь у нас павлины тоже олицетворяют гордость, такое вот тщеславие, собственно, власть и так далее. Поэтому события ближайшего будущего в течение 1-2 недель будет говорить о том, что в вашей жизни будет абсолютный релакс, кайф. Вы, может быть, будете на отдыхе где-то, а может быть, просто будете наслаждаться каждым своим днем. Отличные взаимоотношения, чувство абсолютной безопасности, в том числе, возможно, получение каких-то денег или какого-то результата, который будет вас радовать. Потому что на женщине висят бусы из 9 пентаклей. Вот она такая вся пентаклевая у нас тут барышня. И она абсолютно, мы видим, здесь расслаблена. Мужчина тоже расслаблен. Но она прям как будто вот в созерцании. А он как будто бы, не знаю, так ногу на ногу закинул, так смотрит и думает о чем-то приятном, о каких-то своих там приятных фантазиях. То есть ближайшие 1-2 недели абсолютно спокойное состояние, кайф, наслаждение, удовольствие от всего происходящего. Когда мы говорим о событиях ближайшего месяца, у нас здесь стоит королева мечей, и она так стоит, вот она своей позы выражает какое-то величие. И здесь можно сказать, что в ближайший месяц в вашей жизни может появиться какой-то человек очень такой важный, который откроет вам какие-то необычные очень, не знаю, может быть, взгляды необычные, может быть, какую-то ситуацию вам поможет решить, может быть, озвучит вам какое-то решение, какие-то рекомендации. То есть, во-первых, что мы можем сказать? Акт меча, воткнутого в скалу, означает решение, которое не может быть изменено в силу того, что человек не будет его менять, он уже принял. То есть это какая-то позиция, выражение какой-то своей позиции. И поэтому здесь мы можем сказать, что в ближайший месяц вы будете чувствовать себя на коне. Вы будете достаточно жестким, вы будете достаточно принципиальным человеком, вы будете спокойно относиться ко всему происходящему вокруг вас, озвучивать свои мысли, свои планы, свои решения, не думая о том, понравится это кому-то или не понравится, надо вам или не надо, в общем, какая-то здесь произойдет ситуация. Но ведь один из самых сложных вопросов, которые возникают у новичков, это вот история, как читать придворные карты. Это карты про человека, это карты про обстоятельства, события, это карты про то, что надо делать. И недавно вышел практикум по придворным картам, в котором мы работаем с раскладами. Я рассказываю, как использовать, как читать придворные карты в процессе чтения раскладов. Здесь я могу добавить про эту королеву мечей следующее. Вот если я смотрю на королеву мечей, то я вижу, что со стороны сердца у нее семья, а со стороны релакса у нее какие-то суждения, да, меч, какая-то история про информацию. То есть в ближайший месяц воедино сойдутся какие-то планы на семью и сама семья. То есть что-то должно сбалансироваться. Здесь для меня эта королева мечей олицетворяет прежде всего не только как сам человек себя будет чувствовать, да, что он будет делать с точки зрения будущего,
не тот человек, которого он может в своей жизни встретить, а однозначно здесь будет еще какая-то встреча. То есть мы эту карту разворачиваем в трех ипостасях. Мы говорим о том, что вы будете принципиальные, там, умные, продуманные, спокойные. Вы еще и человека какого-то встретите, который вам сообщит какую-то новость, да, что-то вам принесет важное, нужное, полезное, так еще и в вашей жизни воедино сойдутся ваши планы и ваши достижения. И вы от этого будете испытывать в сущности внутренний покой. Наконец-таки в душе вашей настанет покой. Можно даже просто на этом покое сконцентрироваться и сказать, что в течение месяца в вашей жизни настанет покой, потому что все сойдется воедино. Будете абсолютно вот всем довольны, никакие проблемы вас трогать не будут, потому что вы будете над проблемами, она стоит над городом, соответственно, над проблемами, над суетой, над рутиной. Ничего этого у нее нет, у нее своя какая-то абсолютная богоподобная жизнь. И через 2-3 месяца после того, как в вашей жизни наступит вот это вот, ну, в течение 2-3 месяцев можно сделать допущение, что через 2-3 месяца, пока там все скомпонуется и так далее. Но так как позиция у нас говорит конкретно события ближайших 2-3 месяцев, то в ближайшие 2-3 месяца у вас все будет хорошо в семье, вы будете заняты своей работой, вы будете заняты своей жизнью, не будет никаких лишних людей, не будет никаких конфликтов, суеты и проблем. Так вы еще и деньги какие-то заработаете, что-то сложится там, очень приятное такое для вас. Ну, хоть и приятное, но немножечко обыденное, потому что все-таки восьмерка Пентаклей – это карта про привычку уже сформированную какую-то, про такую рутинную деятельность, рутинную жизнь. То есть впереди все хорошо, все спокойно. Вы все с тем же человеком, что в девятке Пентаклей, что в восьмерке Пентаклей, что в семерке Пентаклей, и в шестерке Пентаклей, и в пятерке Пентаклей метапосланий присутствует одна и та же пара. Это сюжет, который разворачивается вот с самого начала. Где-то они там в четверке жезлов поженились впервые, и вот по всем картам так или иначе они мигрируют, что-то здесь сделают. Поэтому восьмерка Пентаклей, вы все с тем же человеком в каких-то классных условиях, уединенных, нет близко рядом с вами людей, никто не будет вам мешать, никто не будет вам препятствовать, все у вас будет хорошо. И вот в конечном итоге вы вполне себя будете чувствовать комфортно и как-то очень прекрасно. Потому что все будет складываться так, как вы хотели, так, как вы планировали. И отдых будет, и время поработать, и, собственно, время решить какие-то бумажные вопросы свои, рабочие и личные, для того, чтобы вот процветать через 2-3 месяца. Но здесь, опять же, глядя на этот расклад, я бы обязательно озвучила, учитывая королеву мечей, тот факт, что в течение месяца, в ближайший месяц, в вашей жизни произойдет какое-то важное событие, которое можно рассматривать как рубеж между тем, что есть, или тем, что было, и тем, что будет. То есть это какая-то узловая точка, очень важная, в которой вам надо будет какие-то сделать вещи, касающиеся, не знаю, бумаг, соглашений, сделок, договоров, чего-то еще. То есть какой-то вот пункт, после которого уже что-то новое начинает формироваться. Обратите внимание, что это в равной степени касается и короля мечей в том числе. Вот. Поэтому здесь прекрасный прогноз и прекрасные спокойные карты. Посмотрите, на что в этих картах есть. В девятке Пентаклей солнышко, такая нега, все такое приятное, все такое классное. В восьмерке Пентаклей солнце, все такое приятное, все такое классное, все такое замечательное. То есть спокойствие. В королеве мечей тоже светит солнце, облачность, спокойное небо, где-то там бегают облачка, такая прохлада, да, у нее платье это глубокое синее. То есть никаких проблем мы точно можем успокоить человека в эти ближайшие 3 месяца у него не будет. Потому что все будет классно, все будет идти так, как ты хотел, так, как тебе нравилось, с тобой рядом будут люди, ты будешь чувствовать себя значительным, какие-то тебя ждут приятные моменты и в работе, и в отношениях, потому что эти павлины, они, ну, красивые, правда, они такие, вау, прям. Это вот как раз про эту королевскую стать, королевскую гордость, про диковинный сад. То есть жизнь ваша в течение ближайших 2 недель точно будет диковинная,
через 2 недели какое-то происходит событие, какое-то вы получаете новость, встреча с каким-то человеком, принимаете сами для себя какое-то решение, и дальше в течение 2-3 месяцев, 2-3 месяца разворачивается новая жизнь. Уже все решено, уже все сделано, теперь надо уже жить, наслаждаться и получать друг от друга удовольствие. Вот что здесь складывается. Поэтому хочу по привычке сказать, я вас так всех люблю, потому что я смотрела «Восьмерку Пентаклей», так я не особо склонна к любви, но я люблю, имеется в виду, людей мыслящих. Я трепетно отношусь к мыслящим людям. Вот немыслящих людей я не люблю. А, Потому что почитайте книгу, потом поймете. Кстати, и в книге будет масса секретиков. На этой восхитительной ноте я с вами прощаюсь. Приходите к нам учиться. Ко мне приходите ко мне учиться. Я научу вас думать. И, кстати, кто искал символизм, у нас есть классный чат, я сделала буквально как на этой неделе, классный чат, в который скинула перевод одной из очень старых книг испанских по символизму на 71 год. Там точно есть, что почитать и чему учиться. Это очень полезно просто для общего развития, полезно тем, кто работает с Таро, изучает Таро, те, кто занимается психологией, ищет информацию какую-то по каких-то вещей или занимается анализом сновидений. В общем, неважно. Вся информация, которая там есть, ее можно использовать везде. И в анализе сновидений для творческих проектов, и для чего-то. И даже если вы колоду Таро свою создаете, и вам нужна какая-то информация по символизму, в том числе, что включить в карту, да, потому что в каждой карте есть какой-то символ, пишите в комментариях. Ну или пишите нам в Телеграм. Будем работать. А с вами была Вероника Никитенко из Центра Алхимия. Берегите себя. Пока-пока и до новых встреч.